Моджинг встают с колен и показывают, что они еще могут. Такой вывод я сделал, когда увидел очередной снапшот к дропу Всадники Хаоса, где нам добавят новое оружие и много чего интересного. Снапшот 25В44А наводит на глубокие размышления, а также отвечает на некоторые вопросы про будущее игры, а не только добавляет новый контент. Давайте разберемся, почему данный дроп лучший за весь год, как продвигается создание шейдеров и зачем Моджинг так упорно улучшает лошадей на протяжении целого года. Это видео будет посвящено множеством темам, которые за последнее время мне вдолбились в голову. Осталось лишь дождаться вашего лайка и комментария о том, что вы думаете об этом дропе. Ровно 365 дней нам показывали ретекстур мобов, и только Скрипун из этого месива выделялся. Поэтому одной из главных причин успеха этого дропа будет его контент. Об остальных причинах мы поговорим чуть позже. Давайте вспомним, какой же был этот год. Скрипун, вместе с ним бесполезная смола, новые виды уже существующих животных и веселый гаст с медными блоками. Что-то как-то не очень весело, не правда ли? Ничего по-настоящему стоящего мы не видели. Было бы гораздо лучше, если бы доработали эксперименты с улучшенными вагонетками или изменения редстоуна, что сделает уже существующий контент лучше. Однако этого не случилось. Вот таким оказался 2025. Благо, конец приводит нас в чувство. А все из-за дропа Всадники Хаоса, где нам добавляют то, что буквально влияет на нашу игру. Главным катализатором является новое оружие – копье. Хоть само по себе оно и напоминает уже существующую булаву, но работает иначе. В ней есть несколько режимов атаки, где одна из них даже влияет на усталость игроков, что делает ее особенной. Вот только не удивлюсь, если копьем сами игроки будут пользоваться до чертиков редко, но всегда найдутся те, кому удобно им сражаться, ну или просто поставить себе челлендж. В целом все так же, как и всегда. Дроп называется Всадники Хаоса неспроста. Помимо копья, которое скорее всего никому не будет нужно, нам добавят пару новых мобов и, что самое главное, их взаимодействие с новым оружием. Поэтому я считаю, что копье это лишь одна, но очень важная деталь в руках зомби. Таким образом, нам не только усложняют игру, но и делают ее более разнообразной. Хорошим примером для этого будет комбинация из двух новых мобов и одного старого. Я говорю про комбинацию кадавра, верблюда-кадавра и барханника. Так называется на русскоязычной Википедии этот неплохо нарисованный скелет. Так что вопросы не ко мне. Очень интересно, почему именно так его перевели. Так что отдельная просьба тех, кто знает, объяснить в комментариях происхождение этого слова. Комбинация пустынных наездников на данный момент самая лучшая из имеющихся, за счет их взаимодействия. Во-первых, верблюд выше, чем лошадь. Во-вторых, новый вид скелета накидывает слабость. И ладно, на Джаве скелеты могут промазывать. Но вот на бедроке... Вместо скелетов буквально снайперы, которые 100% накинут слабость на игрока. А это добавит сложности для захвата нового скакуна в виде верблюда-кадавра. Весьма раритетный маунт наравне с лошадью-скелетом, хоть и просто ретекстур уже имеющегося моба. Кстати, весьма неплохой. Мне очень нравится, как его смело нарисовали, хотя могли сделать более детскую версию, где ни костей, никакой жестокости. Остается лишь вопрос, ожидать ли наездников в Незере? Уже многие про это сказали в своих видео или стримах. Но Боров с Пиглином неплохо бы смотрелись. Такую комбинацию нам уже показывали в фильме, а значит и логично бы было их добавить. Хотя, скажу честно, сам я был против, так как Пиглины и Боровы постоянно сражаются между собой. Однако кадры из фильма дали ясность моему разуму, и я умело переобулся в полете. В целом, ожидать их добавления можно уже 4 ноября. Записываю это уже 4 ноября, и, к сожалению, адских всадников не добавили. Снапшот 25В45А оказался минорным с небольшими добавлениями и исправлениями. Кстати, нового скелета перевели в итоге как пустынник, что отличается от названия на Википедии. В целом, все, что произошло, уверен, можно будет посмотреть у Неркина на канале. Ну а на данный момент стоит ждать новых снапшотов с большими изменениями. Несмотря на новый контент, в дропах всегда было то, что проходило сквозь все дропы. Например, облегчение езды на маунтах. Таким образом, нам добавили крафты седла, сделали проще крафт поводка и даже сделали его крепче. Хотя это малая часть из его изменений. Там провели целую его переработку и добавление новых возможностей. Настолько, что они повлекли за собой множество мемных тиктоков.
А вечный даровой магнетит сделали до безумия простым для крафта. Зато теперь им есть хоть какой-то смысл пользоваться, а не просто сливать в него целый слиток незерита. Найти ваш дом без координатов станет чуточку, но легче. Тем не менее, в последнем из снапшотов изменили то, что раздражало абсолютно всех. Постоянно тонущие маунты, когда в жизни они спокойно переплывают реки с человеком на борту. Теперь же перемещаться на лошадях куда удобнее, и теперь можно без всяких терзаний совести перенести открытие Эндермира на подальше, если вы понимаете, о чем я. Такое изменение коснулось еще мулов, верблюдов и осликов. Кто бы что ни говорил, но это является лучшим изменением в сторону путешествий за последний год, так как странствовать по неизведанным землям стало еще проще и интереснее. Так же как улучшается Майнкрафт, улучшается и мой сервер Quant. Прямо сейчас на него готовится обновление на самую свежую версию, а чтобы присоединиться, к нам можно перейти по ссылке в описании. Несмотря на улучшение путешествий за последний год, а то и два, всегда обновляется и техническая часть. А сейчас это стало заметнее всего. Переделали вкладку F3, исправили старые баги, которые надо было пофиксить еще миллион лет назад. Самое главное изменение для меня – это добавление сит в игру, переработка F3, оптимизация и улучшение визуальной части для добавления шейдеров. Но это больше всего указывает снапшот 25V44A, где нам добавляют анизотропную фильтрацию. В современных играх она есть абсолютно везде, но вот в Minecraft была добавлена только сейчас. Связано это как раз с разделением движка на логический и визуальный для встроенных шейдеров. Хотя на Minecraft Live нам про это не говорят ни слова, что с их стороны весьма странно. Подумав над этим немного, у меня возникла мысль, а что если теперь у Mojang есть только 30 минут на основную часть лайва? То есть это запрет с чьей-то стороны, не пересекать данный промежуток времени. Всего 30 минут на показ дропа и анонсов, что безусловно очень мало. Хотя, по сути, они могли бы рассказать еще о многих вещах, что добавляют прямо сейчас, помимо основного контента. Думаю, поднятие темы о технической части игры было бы очень важно для игроков. Хотя и может показаться мелочью, но рассказать о них всегда стоит. Так и лайв будет больше, и эмоции у зрителей будут ярче. Вот как бы вы среагировали, если бы вам рассказали, что вы теперь можете настраивать экран отладки или будете видеть, как плавно появляются чанки? Тут и про обновление лошадей можно было рассказать. Ведь все это уже добавили, хоть и не в первом снапшоте, что также важно. Короче, там очень запутанная тема и ощущение, что у них уже не одна душевная травма, из-за которой они себя сдерживают, и не только в лайве. Так ведь и убрали голосование за мобов и на замену ничего не придумали. Пожалуй, закрою эту небольшую тему на этой ноте. Свою мысль я рассказал, а свои по этому поводу вы всегда можете изложить в комментариях. У нас другая тема видео, все же лучшая версия за год. Еще одним из пунктов в пользу версии 1.21.11 будет ее прямое влияние на геймплей. В отличие от счастливых гастов и медных големов, новых всадников нельзя будет избежать. Они появляются в случайное время перед игроком и атакуют, что усложняет игру. На этой теме связана одна из главных проблем. Основной контент игры не является обязательным и может быть легко пропущен игроком при ее прохождении. Ты можешь никогда не встретить Вардена, хотя пример слишком масштабный. Давайте возьмем помельче. Ты вряд ли вообще узнаешь про археологию без руководств или видосов на ютубе. Это безумно неочевидная вещь, которая по сути и не особо нужна той игре. Максимум для чего нужна археология — это нюхачи с бесполезными цветами и пластинкой релик. Хорошо, что дроп всадников хаоса не допускают такую ошибку, но это пока что. Сейчас стоит наблюдать, что будет дальше добавляться или изменяться. Помимо основных изменений, объявили об удалении обфускации. Для тех, кто не знает, данный термин обозначает шифрование кода. То есть обычный пользователь видит не исходный код, а его зашифрованную версию. Да, он будет работать как исходный, но понимать его в разы сложнее. Поэтому было принято решение убрать обфускацию, что позволит мододелам легче обновлять и создавать модификации. Такое решение у некоторого части комьюнити вызвало панику. Многие подумали, что Java перестанут обновлять и будут работать только над бедроком. Если бы решение было бы именно таким, уверен бы, что игроков стало бы в разы меньше. Несмотря на то, что многие играют на сборках, да и популярность игры бы упала с крахом. Все-таки на Java это основа комьюнити этой прекрасной игры. Думаю, Microsoft не глупый допускать такую фатальную ошибку. Совокупность всех этих небольших деталей и делают будущую версию лучшей за весь прошедший год.
учитывая тот факт, что мы не видели еще полностью все обновление. Именно таким образом предыдущие дропы не сравнятся со всадниками хаоса. Как я отметил ранее, самыми важными элементами, которые и делают ее лучшим дропом, это контент, техническая часть, отмена обфускации, взаимодействие контента между собой и, что самое главное, влияние его на опыт игрока. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Также огромная благодарность двум донатерам за поддержку этого канала. Спасибо вам большое. Ну а пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также посмотрите старые видео, они тоже интересные. Буди, ты нормальный? Что у тебя еще в голове, блин? Я ел маму. Неважно.